Беспроводные наушники, которые оснащены динамическими драйверами диаметром в 12,4 мм, функции Oppo Alive Audio для объемного звучания, активным шумоподавлением до 49 дБ, функцией прозрачности, мультипоинтом до 2 устройств, датчиками автоматической паузы, Bluetooth версии 5.4. Ко всему модель имеет стильный эргономичный дизайн, режим низкой задержки и способность работать до 12 часов на одном заряде наушников и до 44 часов вместе с кейсом. Как вы уже поняли, это только малая часть того, что нам заявляет сам производитель в рекламе к наушникам под названием Oppo Enco Air 4 Pro. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в упаковке из плотного картона, коробка выглядит отлично. На ней есть название, изображение и основные достоинства данной модели. Упаковка хорошая, в комплекте мы имеем кейс, наушники, комплект амбушюр разных размеров, кабель для зарядки и краткое руководство. Весит один наушник 4,5 грамма, а вес кейса 38,7 грамма. Габариты кейса и наушников вы видите на экране, звуковод же овальной формы с обыкновенной сеточкой, за что минус. Размеры звуковода 4,5 на 6 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий, больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. После X6 Pro буду разыгрывать X7 Pro, и, к слову, еще X7 Pro лимитированной версии у меня разыгрывается на канале, поэтому подписываемся с колоколом. Перейдем же к беспроводным наушникам. Начнем. В продаже имеется белая и черная расцветка данной модели. Кейс изготовлен из пластмассы с полуматовым покрытием. Тактильно кейс приятный, качество пластика хорошее, но премиальными материалы не являются. Собран кейс хорошо, шарнир, к сожалению, пластиковый, но люфт у крышки практически отсутствует, что радует. Дизайн кейса не вычурный, выглядит он аккуратно, минус за то, что кейс действительно крупный, и в кармане он слегка мешается. На корпусе расположили разъем для зарядки USB Type-C, надпись Oppo с лицевой части, кнопку для сопряжения и LED-индикатор. Открыть одной рукой кейс можно без проблем, крышка в открытом состоянии фиксируется, что удобно. Хлопок при закрытии кейса не звонкий и приятный, извлекать наушники из кейса удобно, крышка не мешается. Места же под наушники вертикальные. Наушники в кейсе гуляют, но магниты, удерживающие наушники, неплохие. Если постараться вытряхнуть их с закрытым кейсом, разумеется, они не вылетят. А с открытой крышкой кейса нужно будет прилагать немало усилий. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из глянцевого материала, форма наушников капля. Выглядят они же неплохо, но лично мне не особо нравится подобная форма, а также минус за маркировку left и right, так как она вырезана на корпусе наушников. Кому-то это нравится. По моим наблюдениям, это просто места, куда будет забиваться грязь. Эргономика наушников неплохая, посадка удобная и плотная. При длительном прослушивании музыки уши не устают, наушники не тяжелые. Если потрясти головой, то они не вылетают. Опять же, все зависит от правильности подбора амбушюр и из-за особенностей строения уха. Далее, на корпусе расположили контакты для зарядки, 6 микрофонов в общей сумме и сенсорные области, которые обозначены небольшими углублениями. Из тапов доступно плей-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, управление камеры, вызов голосового помощника, включение игрового режима, переключение между режимами шумоподавления и регулировкой громкости. Одиночный тап отвечает за плей-паузу, и его можно отключить. В целом, даже с одиночным тапом ложных срабатываний у меня лично не было. Управление удобное, настроить полноценно все команды можно, и регулировка громкости совершается удержанием сенсорной области. Команды в наушниках сопровождаются системными звуками и озвучиванием женским голосом на китайском языке. Летим дальше. Оснащены наушники динамическими драйверами на 12,4 мм, чувствительность 112 плюс-минус 3 дБ при 1 кГц. Частотный диапазон стандартный от 20 Гц до 20 кГц. По кодекам есть поддержка AAC, SBC и даже кодека высокого разрешения LHDC версии 5.0. ANC в данной модели до 49 дБ. Он имеет 3 силы ANC, умный режим с адаптивной регулировкой силы в зависимости от окружающего шума и даже режим с персонализацией ANC с учетом структуры слуховых каналов. Реализовано активное шумоподавление хорошо, белого шума в наушниках я не обнаружил. Максимальной силы ANC достаточно для того, чтобы отрезать шум при прослушивании музыки в шумных местах. Но заглушить громкие звуки подобное ANC не в состоянии. К примеру, в метро, если слушаешь музыку с громкостью не выше рекомендованного уровня, то шум от метро будет все же слышен. Опять же, неудивительно. И так дела обстоят у большинства наушников такого форм-фактора с ANC. Функция прозрачности отрабатывает хорошо. Разговаривать с собеседником, не снимая наушники, можно без проблем. Ко всему, что ANC, что функция прозрачности могут работать даже с одним наушником. Заряд наушников в шторке на смартфоне отображается по одному. Они работают, но
но переподключение с небольшой задержкой. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки кейса с ранее сопряженным устройством. Удобно, что есть поддержка технологии Google Fast Pair и функции Multipoint до 2 устройств. Датчики автоматической паузы также на борту, работают они отлично, ко всему их можно отключить в приложении. Далее, емкость аккумулятора кейса 440 мАч, полный цикл зарядки наушников и кейса занимает 1 час 25 минут, беспроводной зарядки нет, за что минус. Емкость аккумулятора одного наушника 58 мАч, полный цикл зарядки наушников занимает 1 час 5 минут, отыграли же наушники на 65% громкости по кодеку LHDC 6 часов 50 минут, что является хорошим результатом. С кейсом данная пара отыгрывает в подобных условиях до 26 часов. Быстрая зарядка на борту, и за 10 минут подзарядки наушников от кейса время автономной работы может продлиться еще на 2 часа. Далее, водонепроницаемость класса IP55, плавать вместе с ними, разумеется, нельзя, но пота и дождика они не должны бояться. Я окунул их на 30 секунд в воду, что не советую вам делать, мой экземпляр выжил, и весь функционал остался рабочим, чему я безумно рад. Далее, для полноценного использования нужно установить приложение Hey Melody, но если у вас смартфон Oppo или OnePlus, то настройки доступны прямо во вкладке Bluetooth. Возможно, также дела обстоят и с другими смартфонами от бренда BBK, который распался, но то, что на смартфоне OnePlus нет необходимости устанавливать приложение, это прям 100%. С подключенными наушниками мы имеем заряд наушников в процентах по отдельности, заряд кейса также отображается. Далее есть NK Master с 3 предустановками звучания, но кастомного эквалайзера нет, за что огромный минус. Далее можно обнаружить функцию Oppo Alive Audio для объемного звучания без отслеживания движений головы, что уже привычно, так как подобную технологию можно встретить в большинстве ТВС-наушников. Плюс есть проверка прилегания, обновление прошивки и переход во вкладку Dolby Atmos, если ваш смартфон поддерживает данную технологию. Обновления мне, к слову, еще не прилетали. Далее, Bluetooth версии 5.4, через 2 стены наушники не отваливались, и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметна, как в целом и в играх, с включенным режимом для снижения низкой задержки звука, но минимальной она не является, и пример вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с шумоподавлением окружающего шума и чувствительностью в 38 дБ отрабатывают практически так же, как и большинство микрофонов других моделей от этого бренда. В этом плане изменения практически незаметны. Пример вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Oppo Enco AR4 Pro. Насколько они хорошо отрабатывают, вы сейчас слышите. В целом очень даже прилично. Опять же, все относительно, но помним, что Oppo не супер популярный бренд, и опять же, из альтернатив есть бешеное количество всяких Realme 6 Pro, Realme R6, помимо этого есть и Xiaomi, и еще есть Ankera, и выбрать всегда есть из чего. Это раз, а два, вот есть у меня самые дорогие яблочные наушники, и iPhone последний. И все равно эти яблочные наушники в шумных местах отрабатывают ни о чем по сравнению с микрофоном смартфона. Почему? Потому что микрофон рядом с источником звука. Звучание. Запас громкости хороший. Я лично прослушивал музыку не выше, чем на 65%, даже находясь на улице с шумом машин, ветром и так далее. Звучание с упором на низкие частоты, но при этом есть отлично выдержанный бас. Плюс бас данной модели очень качественный, они просто мощные и акцентированные. Давно я не встречал в этой ценовой категории что-то достойное по звуку и что-то, что будет отличаться от всего остального на рынке. Вокал отыгрывает данная модель приятно и выразительно, середина проработана достаточно. Подойдет данная модель для разных жанров музыки, но жаль, что модель не поддерживает персонализацию звука с помощью встроенного кастомного эквалайзера. Но, возможно, с обновлениями это дело завезу. Минусы. Обыкновенная сеточка на звуководе, управление камерой не работает в паре со смартфонами других брендов, нет кастомного эквалайзера, ножка с формой капли, как по мне, не лучшее решение. Лучше бы сделали оптимальный прямой вариант, ну или еще интересно выглядят ножки в виде треугольной призмы. Вырезанная маркировка left и right, хотелось бы беспроводную зарядку кейса. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там много всего полезного. На Poco распродажа, на Xiaomi сейчас распродажа, на OnePlus сейчас распродажа, напоминаю, OnePlus 13 по 68 тысяч, глобалочка продается, 13R по 48, понятно, что с таможней, но все равно без таможни было по 71, кстати, экспресс-доставка
доставкой. Резюмирую, Oppo Enco R4 Pro однозначный топ за свои деньги. Если вам нравится этот дизайн, а также ваш смартфон поддерживает кодек LHDC версии 5.0, то советую послушать, как звучит данная модель и рассмотреть их к покупке. От меня девайсу однозначно, да, очень удачно они, особенно по звуку. Добра и удачи вам, дорогие друзья!